Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш выпуск на тему «Первый генерал, расстрелянный Сталиным в Великую Отечественную». За что его постигла такая участь? Дмитрий Григорьевич Павлов стал первым генералом Красной Армии, расстрелянным по приговору военной коллегии Верховного суда СССР в Великую Отечественную войну. Случилось это ровно через месяц после начала боевых действий, 22 июля 1941 года. Шел 30-й день войны. Фронты трещали по швам, советские войска несли чудовищные потери, откатываясь к Москве и северной столице. Боевые действия шли всего в 120 километрах от Ленинграда. Был сдан Минск, под ударом находился Киев. Соединения группы армий «Центр» настойчиво рвались к Москве. Положение, что называется, швах. Чтобы в это время, когда в частях не хватало не только техники и солдат, но и командующих, решиться на расстрел боевого генерала с опытом войны в Испании, Финляндии, на Халкин-Голе, нужны были по-настоящему веские причины. И Сталин их нашел. Но был ли он прав в своем решении? Сегодня наш рассказ о трагедии генерала Павлова, человека, который ответил не только за свои ошибки. Не будем подробно останавливаться на биографии Дмитрия Григорьевича. Она стандартна для большинства советских генералов той эпохи. Служил еще в царской армии, был ранен и попал в плен во время Первой мировой, отличился в гражданскую, а карьеру сделал в межвоенные годы. Кстати, одно время, в начале 1930-х годов, Павлов служил в Забайкале под началом Рокоссовского. Тот впоследствии в своих воспоминаниях не самым лестным образом отзывался о стратегических талантах расстрелянного генерала, вторил ему и Жуков. Но с будущим маршалом Победы Павлов встретился позже, в конце последнего предвоенного года, в рамках учений, на которых они провели командно-штабную игру на картах. Павлов удерживал Западный фронт, а Жуков, выступая за фашистскую Германию, атаковал. И одержал блестящую победу, отметив непоследовательные решения и невразумительные действия соперника. Фактически, тогда Георгий Константинович предугадал действия вермахта. Надлежащих выводов по результатам игры Павлов не сделал и в июне 1941 года оказался в подобной же ситуации. Только уже не на карте, а в реальной жизни. Впрочем, на посту командующего Западным особым военным округом генерал оказался не по своей воле. Это было личное решение Сталина, против которого возражал Хрущев. Во всяком случае, так он писал в своих мемуарах. Но быть крепким задним умом – невеликая заслуга. Перед назначением с июня 1937 года Павлов возглавлял автобронетанковое управление РККА и на этом посту проявил себя с лучшей стороны. Можно с уверенностью говорить, что легендарная 34-ка без усилий генерала не стала бы самым массовым и, по мнению многих военных, лучшим танком Второй мировой. Он же настоял на перевооружении устаревших к концу 1930-х танков Т-26 и Т-35. Павлов считал, что бронетанковые войска в новой войне будут на главных ролях, а потому настаивал на производстве более мощных и маневренных машин. Никита Сергеевич Хрущев так отзывался о Павлове на посту начальника автобронетанкового управления. В 1940 году я приехал в Харьков посмотреть на испытания танка Т-34. Этот танк испытывал сам командующий бронетанковыми войсками Красной Армии Павлов. Это человек прославленный, герой Испанской войны. Там он выделился как боевой танкист, бесстрашный человек, умеющий владеть танком. Я любовался, как он на этом танке буквально летал по болотам и пескам. На этом посту Павлов не только внес вклад в разработку и модернизацию танков, но и затеял масштабную реформу. Он предложил расформировать танковые корпуса, показавшие себя малоэффективными соединениями по результатам польской кампании, и создать вместо них танковые бригады и моторизованные дивизии. Это дало бы большую гибкость в управлении и открывало новые стратегические возможности. Как показало время, предложение было правильным и эффективным, ведь аналогично были организованы танковые войска вермахта. Откровенно говоря, во многом усилиями Павлова советским войскам удалось выстоять летом 1941 года.
Но до первого триумфа, который можно считать выигранную битву за Москву, генерал не дожил. Завершить затеянную масштабную реформу ему не дали. В июне 1940 года Дмитрий Григорьевич был поставлен командовать Западным особым военным округом. Это было ответственное назначение. Территория западных Украины и Белоруссии совсем недавно вошли в состав СССР и практически не имела никакой военной инфраструктуры. В свете поступающей от советской разведки информации, что Германия готовится к войне на Востоке, укрепление новых границ было архиважной задачей. Но как за год сделать то, на что, как показало время, и пятилетки порой недостаточно? Со своей задачей Павлов не справился. Стремительные немецкие удары на Минском и Брестском направлении, все, как предсказывал Жуков полгода назад, оказались для командующего Западным фронтом неожиданностью. Впрочем, винить в этом только его одного не следует. В верхах в ту пору преобладало мнение, что основной удар, если война все же состоится, враг будет наносить через Украину. Поэтому основная часть соединений была сосредоточена на киевском направлении. Более того, советские войска под Брестом не были укомплектованы даже противотанковой артиллерией, что в несколько раз снижало их боеспособность. Непосредственно в укор генералу можно поставить разве что излишнюю веру в надежность национальных прибалтийских корпусов, защищавших границы региона. Но реального сопротивления эти части не оказали. В результате 8-я, 11-я и 27-я армии, оказавшиеся на стыке северо-западного и западного фронтов, были разгромлены 3-й танковой группой Германа Готта. Их солдаты и офицеры массово сдавались в плен и дезертировали, разоружая и расстреливая советское руководство. В образовавшееся окно через Литву противник вышел в тыл минской группировки Павлова, поставив ее под угрозу окружения. В отчаянии командующий бросал на танковые колонны пехоту без противотанковой артиллерии, бомбардировщики без истребительского прикрытия, легкие танки, все, что было в его распоряжении. Но одним героизмом идущих на смерть солдат, танкистов и летчиков остановить наступление было нельзя. Уже 28 июня Минск пал, несколько крупных соединений РККА попали в котлы, а остатки боеспособных сил откатились на восток. На всем театре военных действий воцарился хаос. Западный фронт, как организованная военная сила, практически перестал существовать, а в Москве стали искать виноватых. Сейчас, с высоты прошедших лет, можно сказать, что вина Павлова в катастрофическом поражении первых месяцев войны была не больше, чем вина тех, кто следил за происходящим из Москвы или принимал удар за ударом на других фронтах. Ведь поражения терпели и там. В кратчайшие сроки были взяты Одесса, Киев, Орел, Смоленск. Но судьба Павлова, видимо, была предрешена после сдачи Минска. 30 июня Павлова сняли с занимаемой должности и вызвали в Москву. Там у него состоялся разговор с Жуковым и Молотовым, который в тот момент замещал Сталина. Через несколько дней генерала вернули на фронт с понижением до должности заместителя командующего. Впрочем, 4 июля он был арестован и вновь доставлен в столицу. На этот раз уже с концами. Первые обвинения генералу и 3 его заместителям были предъявлены по статье «Измена Родине». Им пришили и антисоветский заговор, и сотрудничество с нацистами и белоэмигрантами. Павлов был стоек и вины своей не признавал. Свидетельские показания и характеристики других военачальников были однозначны. Все говорили о генерале как о честном бойце, пусть и не без огрехов в стратегическом планировании. Поэтому в ходе суда обвинения переквалифицировали в неисполнение должностных обязанностей. На итоговый исход дела это не повлияло, хоть Павлов свою вину так и не признал. 22 июля все 4 были приговорены к высшей мере с конфискацией имущества и лишением воинских званий. Причем к стандартным строкам приговора Сталин собственноручно дописал обвинения в трусости, развале управления, бездействии. Но был ли Павлов действительно виноват во всем этом? Например, Никита Сергеевич Хрущев в своих воспоминаниях считает, что нет. Хотя и не отрицает, что формальные признаки преступления в действиях генерала имеются. Преемник Сталина винит во всем вождя народов, считая, что именно тот совершил ошибку, поставив Павлова на должность командующего военным округом. Сейчас это назначение кажется расстрельным изначально.
Сегодня многие ставят Павлову вину его визит в Минский театр вечером 21 июня. Мол, если бы он не свадьбу в Малиновке смотрел, а крепил оборону страны, но вряд ли было можно хоть что-то изменить за несколько часов до нападения. Тем более, что уже за полночь генерала успокоил нарком обороны Тимошенко, порекомендовав не паниковать и отложить собрание штаба до утра. Да и внятных указаний на случай нападения из Москвы так и не поступило. Поэтому и сам Павлов в 5:25, уже зная о том, что его фронт громят по всем направлениям, дал расплывчатый приказ действовать по-боевому. Но что означало это по-боевому, в частях не понимали, да и координации со связью отсутствовали практически полностью. Это была общая ошибка и общее поражение. Поражение, за которое ответил один – генерал Павлов. Не отрицая заслуг Дмитрия Григорьевича, как специалиста в бронетанковой отрасли, стоит, наверное, согласиться с Хрущевым и Жуковым. На пост командующего округом он был не лучшей кандидатурой. Хороший хозяйственник, отличный танкист, прекрасный исполнитель. Павлов не обладал глубоким стратегическим мышлением и не умел действовать в нестандартных ситуациях, когда счет идет на секунды. Кажется, у генерала был лишь один шанс выйти сухим из воды. Если бы он получил исчерпывающее руководство к действию сверху, то наверняка выполнил бы приказы. От разгрома Западный фронт это вряд ли бы уберегло, но и ответственны за провал тогда были бы совсем другие люди. Но в той ситуации, в которой оказался Павлов, времени на выполнение задачи такой сложности, как фактически обустройство новой границы, было совсем немного. Не факт, что справился бы и кто-то другой. Что касается последующего суда и расстрела, то он был скорее назидательно-показательным. Сталин не только хотел найти козла отпущения, но и показать, что готов к самым жестким и непопулярным мерам. Можно ли осуждать его за это, зная, какое было время? Вопрос открытый. Уже после войны в 1947 году, вдобавок ко всему, Павлов был лишен звания Героя Советского Союза и всех государственных наград. Он стал первым генералом, расстрелянным в Великую Отечественную. И даже реабилитация 1957 года и последующее рассекречивание документов той поры так и не смогли полностью восстановить его репутацию. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.